Зеленский объявил о блокаде Москвы. Ответный удар по России за Киев. Министр обороны экстренно запросил помощь, обращения к союзникам. Сужение логистической петли перед контрнаступлением на Крым. Россия готовится к десанту ВСУ. Срочный созыв военных. Операция проведена. Опасная дорога к соседу. Белорусов призвали отказаться от поездок в РФ. Крот среди своих. Громкий арест в Украине. Слив данных о военных. Удар по ПВО НАТО и заявление Запада о победе РФ. Беспрецедентная операция Москвы под прицелом минимум 13 стран Европы. 144 инцидента. Россия вывела силовиков на улицы, штурм правительственного здания, столкновения в столице, а еще о расколе в Госдуме. Кто заявил о том, что российский народ надо менять? Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко», 3 июля на календаре. Спасибо за поддержку и давайте начнем. Удар по ПВО НАТО и заявление Запада о победе России, но не на украинском фронте. Российские спецслужбы провели беспрецедентную операцию, отправив разведывательные дроны в воздушное пространство более 13 стран, включая 12 членов НАТО и Ирландию. Аналитики Международного института стратегических исследований заявили, что зафиксировано 144 инцидента, в которых БПЛА проникали на ядерные объекты, включая британскую базу Лейкенхит и французский порт атомных субмарин Иллонг. Запуски дронов велись с кораблей российского теневого флота на протяжении последних 2 лет. Западное ПВО оказалось парализовано. The Guardian пишет, что Кремль бил по уязвимостям Европы, проверяя скорость реакции НАТО, картографируя ядерные объекты и парализуя работу гражданских аэропортов. Операция обнажила политический раскол в альянсе, испуганные европейские правительства скрывали налеты и пытались решать проблему в одиночку. Аналитики в своем отчете пишут также и о тактической победе Кремля и стратегическом провале обороны союзников. Далее цитата. Успех Кремля основан на базовом стратегическом выводе. Архитектура ПВО Европы была разработана для обнаружения и поражения традиционных воздушных угроз, действующих в узнаваемом пространстве боевых действий. Она не была создана для противодействия относительно дешевым в сравнении с ними БПЛА и скрытным вторжением с целью выявления пробелов в обнаружении, принятии решений и правовых полномочиях. И все это при сохранении уровня ниже порога коллективного ответа союзников. Украина ликвидирует последствия масштабного удара России по стране. В Киеве 3 июля – это день траура. В результате атаки погибло больше 20 человек. Идут разборы завалов, в том числе жилой застройки. Помимо человеческих потерь, украинские компании заявляют о больших потерях своего бизнеса. Среди прочего, Киев проводит параллели. В столице уничтожен центральный склад ДНК Logistics, где, как говорится в заявлении, хранили книги издательства Букшеф. Сгорело 800 тысяч книг. Кроме того, о потерях заявили гуманитарный склад Красного Креста, логистический центр Новой почты, склад сети Оквайн, склад и офис сети техники Майо, мясокомбинат Ювелейный, бизнес Порше. И Россия заявляет, что била исключительно по военным объектам, военным заводам, инфраструктуре, ВСУ и по всему, что помогает украинской армии. В МИД РФ озвучили свою версию. Даже Кличко смог четко сформулировать на этот раз. Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака. Добавить могу только одно. Не по мирному Киеву, а по военно-стратегическим целям, использовавшимся киевским режимом для убийства мирных граждан. Зеленский же на месте разрушенного ударом жилого дома в Киеве сделал ряд резких заявлений. Он в первую очередь раскритиковал союзников, которые не выполняют обещаний по поставкам ПВО. После обратился к США и недоумевает, почему Кушнер и Уитков уже практически 10 раз побывали в Москве на встрече с Путиным, а в Киев ни ногой. Он признал, что сейчас Украина и США ведут переговоры и все же ждет гостей из Вашингтона на Банковой. Параллельно Зеленский обратился и к Путину, и к России. В его заявлении звучит: «Россия получит ответ за удар по Киеву». Зеленский объявил о блокаде Москвы. Он считает, что именно это сможет остановить Путина. Послушайте. Остров Москва. Его может заставить только сила. Все его рассказы о том, что он знает Крым, любит его, что ему это нужно – это ложь.
как и восток нашего государства, который он, безусловно, знает только по докладам своих офицеров и своего командования. Безусловно, он не знает нашего государства. В большинстве этих городов и сел, которые они временно оккупировали, он никогда не бывал, как и вся его свора. И поэтому он борется за то, чтобы показать, что он побеждает. Ему нужно продать своему обществу большую победу. Победы нет, победы не будет. Отмечу, что остров Москва – это отсылка к заявлению министра обороны Украины Федорова, который говорил, что Киев целенаправленно изолирует Крым и перерезает сухопутные каналы снабжения российских войск, чтобы в итоге превратить полуостров в остров. Уже в вечернем заявлении Зеленский не вспоминал о Москве, но озвучил цели. Это НПЗ и военное производство РФ. И в том числе россиянам объяснил, зачем. Наша цель – заставить Россию осознать, что мир необходим. Россия атакует совершенно иначе, делает это последовательно, системно и безумно. Воюет именно против людей, против жизни, именно так, чтобы причинить как можно больше боли. Отмечу, что про блокаду Москвы заявление прозвучало на фоне новых статей в западной прессе о том, что Украина могла ударить по столичному региону РФ уже своей баллистикой. Об этом я рассказывал в предыдущем выпуске. Военные РФ официально объявили о перехвате дальнобойной оперативно-тактической ракеты, а осинт-аналитики геолоцировали огромную воронку от падения сбитого объекта возле населенного пункта Юдановка, пишет Defense Blog, уточняя о нетипичной работе ПВО. В России же при этом уже обсуждают и то, когда Украина может ударить по РФ. При этом задаются вопросом, почему о каждой российской атаке по Украине заранее знает Зеленский и разведка. Поводом для обсуждения стал пост Олега Царева, экс-нардепа Украины, который перешел на сторону России. Он считает, что Москва наносит порой бессмысленные удары, ведь все предупреждены заранее. Возможно, есть и внедренные шпионы с Запада в разных наших структурах. В результате у Киева есть время эвакуировать командные центры, спрятать руководство и так далее. Наш удар теряет значительную часть эффективности еще до старта ракет. Вопрос в том, почему мы позволяем западной разведке работать настолько хорошо и где наша контрразведка. На фоне последнего удара министр обороны Украины запросил экстренную помощь. Обращение к 40 странам. Цель – поставки ПВО на фоне дефицита. Цитирую. Министр обороны Украины уже направил письма почти 40 странам-партнерам с просьбой безотлагательно передать Украине ракеты «Патриот» из имеющихся запасов уже в этом месяце, в обмен на будущие поставки, законтрактованные для Украины. Также он призвал партнеров внести вклад в механизм Pearl и Jumpstart. ВСУ сужают логистическую петлю на юге Украины ради грядущего контрнаступления на Крым. Об этом пишет издание Foreign Policy. Массированные удары украинских беспилотников превращают непотопляемый авианосец Путина в изолированный и обесточенный остров, говорится в публикации. В материале напоминают об ударах по территории Крыма и трассы к нему, а также режиме ЧС в Севастополе и ограничениях на продажу топлива. Путин при этом направил дополнительные силы на полуостров, пишет издание. Кремль стягивает в Крым силы ФСБ для возможного подавления паники. Эксперты, опрошенные изданием, подчеркивают, что тактика Украины – это расчетливая подготовка к деоккупации территорий. При этом военная стратегия Украины оставляет российскому гарнизону один очевидный и сознательный выбор, о природе которого детально говорят аналитики Американского института изучения войны. Цитирую. «Блокада не является полной, и Украина не хочет, чтобы она была таковой», утверждает Баррес. «Все еще остаются способы въехать в Крым и выехать из него, и, возможно, это сделано намеренно», сказал он. «Если вы полностью загоняете кого-то в ловушку и перекрываете все пути отхода, это меняет логику действий противника. Как правило, вы хотите оставить путь для отступления, чтобы у противника был стимул уйти, а не упираться и сражаться до конца». В России тем временем военные эксперты и отставные офицеры были срочно созваны для проведения оперативной командно-штабной игры «Крымская побудка», смоделировав отражение масштабной высадки десанта ВСУ в Крыму. Судя по опубликованным картам, сценарий игры охватывал не только Севастополь и западный берег, но и восточный фланг в районе Керчи. Вместо классической высадки времен Второй мировой войны участники тестировали современную операцию с массовым привлечением беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия и быстроходных катеров.
Россия выводит силовиков на улицы, от народа скрывают масштаб проблемы. Очереди за бензином превращаются в новую зону контроля. Обо всем этом пишет издание Moscow Times. Уже в 3 российских регионах власти начали ставить патрули Росгвардии на АЗС, чтобы сдерживать очереди и регулировать потоки машин. После Иркутской области и Забайкалья такие меры вводит Краснодарский край. Это происходит на фоне топливного кризиса после ударов украинских беспилотников по российским НПЗ, уточняет издание. Россияне стоят в очереди за бензином по несколько часов, а то и сутки. Власти призывают отказаться от несрочных поездок и не закупать топливо впрок. Тем временем кризис вносит раскол среди депутатов. Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что правительство скрывает реальные масштабы проблемы. И по ее словам, почти треть российских НПЗ выведена из строя, а чиновники продолжают говорить только о локальных перебоях. Вот как Останина прокомментировала объяснение вице-премьера. Вслушайтесь. Слушаю и читаю рассуждения вице-премьера Александра Валентиновича Новака и делаю единственный вывод – надо менять народ. Потому что он, российский народ, слишком правдив и понятлив, слишком хорошо знает, что дальнейшее нежелание власти – видеть проблемы, а значит, решать их чревато опасностью не только и не столько для самой этой власти, сколько для будущего страны. Опасная дорога в Россию. Минск проводит расследование. Причина – второй удар дроном по автобусу из Беларуси в Брянской области. По словам госсекретаря Совбеза Беларуси Александра Вольфовича, беспилотник разорвался перед автобусом, а осколки ранили 2 водителей. Оба находятся в тяжелом состоянии. В Минске заявляют, что автобус не был целью и назвали произошедшее чистой случайностью. Москва говорит другое. Посол России в Беларуси Борис Грызлов заявил, что Украина целенаправленно атаковала автобус с белорусскими гражданами. В Киеве это отвергают. В Генштабе ВСУ назвали заявления российской стороны абсолютно неправдивыми и сфабрикованными. На этом фоне Минск обратился к белорусам и призвал не ездить в Россию и думать головой. Цитирую Вольфовича. Мы уже предупреждали. Президент неоднократно выступал и говорил: уважаемые белорусы, воздержитесь от поездок сегодня в Россию, особенно в приграничные области. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность в таких поездках вам никто не сможет, пока не прекратится специальная военная операция. Надо думать своей головой, принимать правильное решение. Специальная операция украинских спецслужб «Крот» среди военных. СБУ заявляет об аресте человека, который в пользу России охотился за секретами украинских дронов. В Одессе сотрудники СБУ задержали доцента военной академии Минобороны Украины. Его подозревают в работе на российское ГРУ. Следствие утверждает, что военный инженер имел доступ к государственной тайне и передавал России данные о новых БПЛА. Параллельно пытался сорвать внедрение перспективных украинских разработок. И для этого доцент готовил отрицательные экспертные заключения. Украинская контрразведка заявляет, что несколько месяцев вела Крота в системе, а задержали его в рабочем кабинете. Масштабные похороны, траур как демонстрация силы и призыв к мести. Прощание с бывшим иранским аятоллой Али Хаменеи растянут на 6 дней и проведут сразу в нескольких городах. Церемония начнется уже завтра в Тегеране и завершится 9 июля в Мешхеде, где и похоронят бывшего лидера. Власти призывают людей массово выйти на церемонии прощания. Спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что во всем мире должен прозвучать призыв нации к мести. Только в столице иранцы рассчитывают собрать до 20 миллионов человек. В Тегеране также ждут иностранных гостей, в частности, Россия направит Дмитрия Медведева, а от Китая будет спецпосланник Си Цзиньпина. Приедут также представители Индии и Пакистана. Ну и я напомню, Хаменеи был убит 28 февраля, когда США и Израиль начали удары по Ирану. Похороны откладывали из-за войны. Позже Вашингтон и Тегеран подписали рамочное соглашение, которое должно привести к прекращению огня, но сын последнего шаха Ирана и один из лидеров оппозиции в изгнании, Реза Пехлеви, называет это соглашение не миром, а передышкой перед следующей войной. След привел к Киеву. Германия обвиняет Украину в деле северных потоков. Снова резонансное заявление, и на этот раз официальное. Германия официально заявила, что подрыв потоков был организован по поручению украинских государственных органов. Об этом сообщает Политика со ссылкой на обвинительное заключение Федеральной прокуратуры. Перед судом предстанет гражданин Украины Сергей К.
Следствие считает его руководителем операции. Украина свою причастность отрицает. Однако по версии обвинения именно украинец доставил к месту диверсии взрывчатку и участвовал в минировании газопроводов в Балтийском море. Сам обвиняемый вину отрицает. А вот как видит это дело немецкая прокуратура. Процитирую. Сергей К. в 2022 году был офицером украинской армии. После начала полномасштабного российского вторжения он и другие военнослужащие по поручению государственных органов Украины разработали план уничтожения газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Таким образом, планировалось навсегда прекратить поставки газа по этим трубопроводам и не допустить, чтобы Россия использовала доходы от торговли природным газом для финансирования своих военных действий. Взрыв в центре столицы, десятки раненых, есть погибшие. Бомба сработала в кафе в центре Дамаска. По данным сирийских властей, самодельное взрывное устройство было заложено внутри заведения рядом с Дворцом правосудия. Агентство Associated Press со ссылкой на Минздрав Сирии сообщает как минимум о 9 погибших. Еще 20 человек получили ранения. Силы безопасности оцепили район взрыва, идет расследование, кто стоит за этой атакой. Штурм правительственного здания, нападение на протестующих и силовиков. Толпы людей вышли на улицы столицы. В дело вмешался спецназ. В Тиране, в Албании, протестующие попытались заблокировать вход в здание парламента из-за строящегося курорта, связанного с семьей Трампа. Полиция оттеснила демонстрантов и применила спецсредства. В ответ в силовиков полетели камни, яйца и другие предметы. По данным Associated Press, ранены 12 полицейских, задержаны 18 протестующих. Причина протестов – проект элитного курорта в природной зоне Звернец. Его связывают с Иванкой Трамп, дочерью президента США, и ее мужем Джаредом Кушнером. Противники строительства говорят об угрозе заповеднику и непрозрачных решениях властей. Акции идут с конца мая, и теперь экологический конфликт перерос в политический протест с требованием отставки премьер-министра Эдди Рамы. Послушайте, что говорит один из участников протеста. В этой стране произошла утечка мозгов. Нам нужно, чтобы умные люди возвращались. Нам нужны решения и политика этого парламента, которые вернут людей обратно. Вернут Албанию, сделают Албанию страной для албанцев. Не для олигархов, не для этого правительства, не для какого-либо коррумпированного чиновника. Мы боремся, чтобы защитить нашу страну, нашу землю и нашу честь. Друзья, спасибо вам большое за поддержку, за каждый лайк и комментарий. В других выпусках также много ответов на вопросы и событий. Переходите на мой канал и смотрите. До встречи уже завтра.